Ни для кого не секрет, что успех хорошей компьютерной игры заключается в нескольких критериях. Графическая часть, управление, физика, реалистичность, система прокачки и, конечно же, сюжетная линия. В этом топе речь пойдет именно о тех играх, которые входят в пятерку лучших по последнему критерию. Так что смотрите, строго не судите, а лучше ставьте лайки и делайте репосты. Ходячие мертвецы. Are you okay? I gave you plenty of chances. Please, Bill! No! 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 Please! Ah! Weakness. Игра, основанная на серии комиксов «Ходячие мертвецы», созданная писателем Робертом Киркманом. Сюжет игры разбит на 5 эпизодов. Геймплей выполнен в виде интерактивного кино, где возможность перемещаться по зонам часто сменяется сюжетными вставками, в которых игрок принимает активное участие. На протяжении всех эпизодов принимайте глубокие и нелегкие решения, каждое из которых имеет свои последствия. Ваши действия и выборы будут влиять на всю историю на протяжении всех эпизодов. Станьте участником важных событий, знакомьтесь с людьми и посещайте различные локации, предвещающие историю шерифа Рика Граймса. В игре вам придется очень быстро принимать трудные решения. Когда нежить ломится в двери, у вас нет времени на раздумья. Mass Effect 3. Третья и заключительная часть в саге Шепарда. В этой части игроки сталкиваются с полномасштабным нападением жнецов, остановить которых не удавалось ни одной из предыдущих цивилизаций. Для противостояния галактической угрозе Шепард должен будет объединить как можно больше рас, чтобы вместе стать на защиту всего живого. Среди нововведений нужно выделить переработку боевой системы, которая стала значительно динамичнее. Кроме возможности сражения на дальних расстояниях, Шепард теперь может драться вблизи. Также реализована система точечного попадания. Победить некоторых врагов практически невозможно, не найдя слабое место. Assassin's Creed. Сюжет игры происходит в 1191 году, во времена Третьего крестового похода. Ричард Львиное Сердце после завоевания портового города Акра собирается нанести поражение Саладину. В это время Святую Землю разоряют наместники, почувствовавшие свою власть без административного контроля. Дабы вернуть мир, нужно устранить всех, кому выгодна война. За эту работу берется Альтаир, один из секты ассасинов, которым вам и придется управлять. Кроме самоотверженности, главный герой владеет разными видами холодного оружия для победы, собственным телом для скрытности в городском ландшафте. Владеет интуицией для выбора подходящего момента, чтобы расправиться с жертвой. على رسلك. Filthy heretic! You will not get away from me! BioShock Infinite. События этой части происходят в 1912 году, только уже не в подводном мире. Вместо Восторга вас ожидает небесный город Колумбия, который, в отличие от секретного Восторга, строился у всего мира на глазах, чтобы показать ему технологическое превосходство США. Однако проект провалился, и город стал причиной международного инцидента. Через некоторое время после этого Колумбия вспарила очень высоко в небеса и исчезла на много лет. Главным героем игры выступает бывший детектив Букер Дэвид, который ищет похищенную 15 лет назад женщину по имени Элизабет. Он узнал, что ее держат в Колумбии, а вычислив координаты, отправился ее спасать в постепенно теряющий по неизвестной причине высоту небесный город.
Half-Life 2. В игре вам снова выпадает роль Гордона Фримена. События развиваются спустя несколько лет после произошедшего в оригинальной игре, и главный герой просыпается на поезде, приближающемуся к городу Сити-17. Как оказывается, Земля недавно была захвачена пришельцами, а во главе людей был поставлен человек по имени Брин. Внеземных агрессоров на планету людей привлекли портальные штормы, а сопротивление человечества внеземному вторжению длилось всего 7 часов. После чего Брин уговорил оставшееся население планеты добровольно сдаться, за что Альянс пришельцев и поставил его на столь высокую должность. Вскоре Гордон оказывается одним из членов армии сопротивления, и теперь только от него зависит выживание человечества. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и не забывайте ставить лайки и делать репосты.